Друзья, всем привет! С вами Слава Артист, вы смотрите влог Team Spirit. Это тот самый влог, который вы ждали, просили, надеялись. Влог с буткемпа парней. Последний влог был 3 года назад с буткемпа. Сегодня я туда возвращаюсь, подсниму для вас много чего интересного, у нас много что поменялось. Сейчас парни играют квалификацию на The International. Сегодня нет матчей, сегодня выходной, поэтому будет возможность с парнями пообщаться. Познакомлю вас с нотами, Ярик расскажет, как ему на новые позиции. Короче, будет супер интересно. Все, я вызываю такси, время 12 часов утра, ребята уже должны были проснуться, у них сейчас подъем, двигаем к парням. Здорово, брата. Ты играешь в доту? Ну да, в одну игру. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте. Рад познакомиться. У тебя ранг 200? Зачем ты вообще играешь в доту тогда? Я пошел просто по денчику. Секундочку, надо играть. Нормально. Я на буду. Здорово. Ты чем занимаешься? Я паблик играл, я, короче, под Disruption не мог с травы попасть. И ты теперь 2 раза. тренируешься? Я теперь, блять, ВК-100 подряд не будет. Я тебе друга привел. Ярик. 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 Уже подъем, типа? Да. Здорово. Здорово. Ну, нормально, дай руку. Ты выспался, брат? Тихо, не так резко. Ты выспался? А во сколько он уснул? Во сколько вы ложитесь? Я в 4 где-то. А зачем он 4 уснул? Час. А он типа праки смотрел, да? Сейчас, да. Готовится. Готовился просто. Ты готовился, Ярик, просто? Не высмотрел просто. Ну, готовился. Важно. Со своей же. Подъемчик. Волновал. Все, ладно, поспи еще. Где оставаться? 10 минуточек. Ну как, дефолтно 10 минуточек сейчас превратятся в 40. Ладно, я к нему вернусь. Минуток через 15-20. Илюх, вы тут с ума не сходите вообще? Нет. Нет? А вы же здесь давно уже очень. С... Недели 3. Не, ну сколько идет? С 19-го? А, с 19-го? Или с 18-го? С 17-го вроде, нет? Не. А, С 18-го вечером вроде. ну, нормально. Как тебе вообще? Это не погода просто. Ну, плюс 32. А настроение у ребят чудесное. Все супер. Рабочее состояние у всех. Вот, парни играют, тренируются очень много. Играем против Нигмы завтра за выход на TI. Смотрел ваши игры? Классно играете. Вообще. У вас как будто драфты поменялись. Немножечко, да? Ну, я драфтит, да. Да, ну, чувствуешь? Они с Миланом вместе драфтит, я так понимаю. Я вообще нет, на самом деле, но вроде они вместе готовятся. Ярик типа на кнопку нажимает, говорит. А, он забрал у Дэна кнопку? Не, ну у Дэна есть кнопка, но он говорит. То есть Дэн его кукла. А, Кукловод. он говорит, нажимай, Дэн. И он нажимает. Да. Блин, круто. А ты приехал, прям настроение пропало, на самом деле. Ну, не ври туда же. На пару недель. Да не надо тут. Не, на самом деле меня рады видеть. Я вчера в чат написал то, что приеду, и все типа лайк поставили. Сказали, блин, круто. Да, все покажу. Приезжай. Все покажу. Мы тебя рады видеть, мы соскучились очень сильно по тебе. Так и было. Ща. Что ты покажешь там? Вот. Вот, да. А вот реакция его лучшего друга. Да, но это же, как это, лучшие друзья так только делают, правильно же? Типа вот какашки там отправляют друг другу. Нет? О, бля, как с тобой Вот сейчас будет пинг-понг, но сначала Мага будет показывать, как правильно тягать гирю. Ты что делаешь? О, давай. Оп! Не, это легко дать. У меня мага на одном турике, короче, мы в пинг-понг играли, он себе руку повредил, и он играть нормально не мог в Берлине. Это... Но это не из-за этого было, короче, у меня было это... Туннельный синдром. Да. Толща рук летает. Везячка. Как это вообще дефолт туннельный синдром у людей? Бля, это горячая и тяжелая. Ой-ой-ой, Мага! Ты себе... Давай, сломай руку. Сломай руку. Все, не надо, сейчас Диман придет, покажет тебе, да. Ты выиграл на ПДЖ? Ну, конечно. Извини. Ну, слово, да. Плохой вопрос был, да, наверное? Мне рассказали, что вы играли на баскетбол. Ну да, ну, я серб, а нет. Ну так работает. Так работает баскетбол. Ты выиграл, да?
Да. Вообще в сопли. Ну да. А у вас шансов не было против него в баскетболе? Ну, не было шансов. Ну, только Люха. Ну, чуть-чуть, мало. А зачем вы ломаете мячи? Они сами ломаются. Так ты не бей так сильно, братан. Это Expendables, блядь. Второй закончили, говорят, и ты проиграл. Блять, Играли в равных условиях. Я его уже не хотел отбивать, понимаешь? Вот он, проснулся в родных краях. Да ничего не изменился, как будто не уезжал на 9 месяцев. Рад ты вернуться вообще? Так. Не понял что. Не, скажи, что рад очень. Староватый уже что-то. Я почитал слова аналитиков, комментаторов. Они сказали, что тренером быть в разы тяжелее сейчас Ярику, чем игроком. Фига ли. Не знаю. Нет. Ну, типа, тренером быть тяжелее вообще, по факту. Или нет? Не. Это легче. Легче? Ну играть не надо сюда. Паблики? Это все, типа, это единственный факт, который делает работу легче. Болит у меня все тело. Ты только проснулся. День только начался для тебя. Что болит? Суставы болят. На позиции коуча тебе как? Что Да вообще? прикольно. Прям кайфуешь? Ну не прям кайфую, но прикольно. Может неплохо. Что-то есть. Новенькое немножко. Как вы, с Новые Мил- эмоции. как вы с Миланом делите обязанности? Вообще такой же практики нет, что, ну почти нет, что два тренера команды. Да что, я просто готовлюсь, смотрю реплеи, драпчу. Он где-то тоже что-то посматривает, что-то немножко где-то свое мнение выражает, подсказывает. По драфтам помогал где-то готовиться, по героям. Делится просто своим мнением. А вот бывают споры вообще, типа, этот герой лучше, нет, этот герой не лучше. особо. Нет такого, да? У нас пока только лишь один раз был такой чуть спорный момент. Так это же круто, когда есть споры, на самом деле. В спорах рождается истина, слышал такое? Так кто со мной это спорит? Тоже верно. Вот и он. Нет, лишь один пока спорный был момент. Это не с Миланом даже. Что, Милан? Были у нас спорные моменты какие? Да, Мета фейсфайт, ну это все. Ну сейчас все. Сейчас все хорошо? Да. Я поэтому говорю, тело, Он выиграл. говорю, тело болит что-то вообще. капец. А Нет, план? ну, все четко. Все четко. Все, кайф. Я увидел, что уже драфты поменялись. Многие об этом говорят, что Итора начал играть на метовых керри, на хороших. Да нет, это все фигня. Долго на них играл. Да? Ну, конечно. Ничего, получается, не поменялось. А что ты вот, когда ты пришел в команду, первый увидел, и такой, блин, это надо пофиксить. Это надо срочно пофиксить. Не, ну я и до этого уже видел. Ну, когда смотрел матч. Ну да, когда смотрел матч, да. Ну, некоторые герои просто как будто пикались, но я не видел в них вообще какой-то логики. Угу. То есть не понимал, типа, ну для чего этот герой появляется. Как будто, ну, он появляется, ну, потому что вот, ну, просто он сильный, наверное. Ну, потому что у нас челы просто играет. В драфте нет никакой логической цепочки. Типа, ну, вот, ты смотришь, вот у врагов вот это появилось. Угу. Мы берем этого. А чем он хорош против этого, например? Ничем. Ну да, ничем не выделяется, условно. Сейчас такого нет уже, да? Вот вы сыграли две официалки? Ну, там каждый драфтпик идеально. Ну, согласен. Извини, братан. Планы сегодня. Сейчас, ты знаешь вообще план? Ты смотришь расписание ваше? КВшки, конечно, сейчас. 5 Сейчас первый КВшек. так сыграем разбиночно. Потом немножко подумаем по драфтам перед Нигмой. Перед Нигмой. Да, и уже... Ну ладно, там не получится так. Типа мы пытаемся, ну вот с Миланом, смоделируем примерно ситуацию, что мы будем банить, что враги примерно будут банить, что мы будем пикать в ответ на их героев. Ну я сейчас так понимаю, что вряд ли так получится. Ну, условно, учитывая, с кем мы будем играть КВ. Типа совсем так не получится, скорее всего. Угу. Все равно примерно подумаем, может что-то и сможем хоть какую-то примерную картину воссоздать. Это звучит как работа тренера, братан. Это база. Это база. А ты помогаешь по микре пацанам после игр Конечно. или после праков? Да, там много, ну, я саппортами много смотрел. Ну вот с Лехой больше. С Лехой. Все-таки новичок. Его надо, да, немножко, ну, ему надо нагонять материал. С ним, типа, много сижу, разбираю, там игры смотрю. Как тебе, Леха, вообще? Нормально. Есть потенциал, скажем так. Потенциал есть? А тебе как, Леха? Ну, играет Не-не, я не про пинг-понг. нормально. Так вот тоже не про пинг-понг. Друзья, ну и небольшой привет вам из будущего. Так как наши парни уже прошли на The International, я хотел бы рассказать вам про ББ-базу. Это огромный фестиваль в Москве, посвященный киберспорту. Там будет освещение TI финальных дней и ЕВЦ по Counter-Strike. Но самое главное, это наше пространство внутри этого фестиваля. И для наших фанатов, для фанатов Team Spirit, вас ждет там кое-что особенное. Вся информация будет доступна по ссылке в описании, поэтому можете ознакомиться.
Все, парни погнали тренироваться, у них прак по расписанию, потом будет небольшой перерыв, где мы с ними пообщаемся. А пока их не трогаем, потому что они готовятся к важной игре завтрашней против Enigma Galaxy, чтобы выйти на The International. Легчайший первый прак разминочный был. Мои малыши. Мои малыши. Я видел, ты что-то записывал время прак. Ты альтабался. Я этот ток не снимал специально, потому что это секретный ток, скорее всего, документ, да, какой-то? Конечно. А что ты записываешь? Типа, блин, нафидели уроды на 7-й минуте на руне. Да, ну вот тут их доебать. Реально? Ну, плюс-минус, да, конечно. С этого прака сколько было запись? 2. Ну, хорошо сыграли, почти не доебаться. Да, ну и драфт у них, ну, супер имбовый. Ну, кто драфтит? Теперь каждый раз, блин, я жду этого момента на турнирах, когда мы сидим на диванчике, приходит этот бро после драфта и говорит, кто драфтит? Драфтом, да. Кто драфтит? Слева не Лёха Соло досмотрел. Спроси, брат. Реально? Не надо. Подожди, ты тоже анимешник? Ну не прям. От силы штук 10 там знаю. Топ-3 тайтл. Бас. Топ-3 аниме. Который понравились, это, ну, Full Evelyn, Ага. История 50 стрел, Атака Титанов. Берсерк будет там, Берсерк? Не, Берсерк смотрел. А, ну такое еще начинает. Романтика. Романтика. Романтику и это. А как ты попал вообще в Team Spirit? Кто тебе написал? Как это произошло? Скажи немножко про себя. Не знаю, Дима написал, о, ты рак, давайте подкачаем. Это неплохо было. Все понял. И ты такой, блин, классно. Ну, блин, и подкачаться. Типа. А я знаю, что у тебя очень много игр на инвокере. Так. Правильно? Почему? Это твой любимый герой? Как это произошло? Ну, да не, я просто в доп начал куда играть, такой, о, сложный герой Инвокер. И ты выбрал самого сложного своего. Да. Я себе так не делал. Ты себе так ник сделал? Не позже, да. А, взял самого сложного? Ну, думал, да, научусь играть на мипа и типа лайк себе повторить, подхожий. Как ты адаптировался в команде? Все супер прошло? Да ну. Гладко? Да ничего, да ничего, там терется. Тяжело было после туриков только, когда уже прошло вот это вот. Когда вы там на инстинктах что-то бегали, трахали все. Кто твой лучший друг теперь вообще в команде? Кто тебе помог адаптироваться лучше всего? Есть у тебя? Ярик? Ну, так, Веном. Вот сейчас. Сейчас? да. А вот раньше, когда Ярика не было, ты же пришел раньше, Ярик. Это просто дотыгал. А, все, ни с кем не общался, знаешь. Ну не, ну я дома сидел. Все. Блин, смешная история была, я приехал на буткемп, ребят фоткать. У нас камера стоит в углу, камера стояла. И кто-то орет из камеры, типа, алло, мужики, алло. Оказывается, Леху подключили к камере, он сидел за парнями и орал просто, алло, мужики, прак стартует или нет? В изоляции был. Если честно, я супер испугался. Ну, типа, это как черное зеркало уже какое-то. Ну, Лёха в изоляции был. А я знаю, что ты с Яриком много общаешься. Чему он тебя научил последнего важное что-то было? Или так, типа, какие-то мизерные вещи? Да где я в топ тэпнулся, не спросив, сказал, бля, вот я там миру пи*** за это. Дамира часто мог, ну, скажем так, самопроизволом занимался. Ага. Вот. Типа, ну, мы играли с Мира постоянно. И мы, ну, с Илюхой линию стоим, у нас все окей, все хорошо. Бац, ТПшка, смотрю, жмется. Я такой, это чё? Такой, он прилетает, я такой, и чё ты прилетел? У нас все заебись. Ты что хочешь делать? Вот, и типа, ну, и в итоге он просто прилетает, и, ну, а мы ничего не можем сделать. Либо он прилетает, я такой смотрю, о, Мира летит, а я не в позиции, чтобы цепануть. И я ему потом говорю, ну, типа, окей, Мира, ну, ты если хочешь прилететь, ты скажи заранее, там, за пару секунд, типа, что, прилететь в топ. И я уже все сделаю, я все скажу, надо, не надо, давай, типа, сейчас, окей, надо цепануть. Ну, то есть, вот, типа, ну, чуть-чуть заранее оповещать о своих идеях. И у Лехи такое было. Ну, это у всех есть. Ну, типа, все могут так сделать, но вот всем стремиться лучше к тому, чтобы чуть заранее предупреждать своих тиммейтов, спрашивать, типа, надо, не надо. Но самое важное, это просто в эрлигейме, потому что ТПшку свою просто так не тратим. Это важно, да. Да, ну, то есть, А то можешь и без ТПшечки. это можно использовать эффективно, либо, условно, я могу, ну, я мог сказать, нет, вообще не надо, у нас, вот, типа, все четко. Иди лучше на свою линию дальше дави, сейчас я вообще лучше план придумал. Что это такое? А ты читанки смотрел вообще, когда на 4 садился? Последний Вот раз так играл, это когда на Леоне начал сыграть, и смотрел, что Миру смотрел, кто там еще на Леоне тогда играл. Что-то Мира еще кто-то играл на Леоне, пару игр на Dream League. Вот, я так посмотрел, что играет на Леоне, билд. Прогрел, блин. Мне Мирон еще объяснял, типа, то, что они там пассивно стоят, там вообще не выебываются. Вот. Топ-3 героя твои сейчас, Леха? Есть что такие любимые прям? Не по винрейту, а прям любимые топ-3 героя. Не, ну из ММов, типа, на Сларке как его страшно. На Сларке? На Сларке, на Бенни. Как 9 класс? Нет, Не на 4 на Сларке. на 4, но Не как 9 класс. никак. Ага. На Сларке, на Бенни и на Чер. О,
Ничего. Да, да, так, конечно, я пришел, все, тут столько боев, только яча, блин. Этого сейчас еще на Чене запрыгну играть. Учение на Титане. Да, да, да. Реально ты Фила заставишь на чайне играть? Уже поигрывает. Уже играет. Уже есть проблески. То есть секретная информация или нет? Да, мне по... Ну, бать. Баньте чена, ребят. Друзья, у Дениса новый никнейм, кстати. Not him. Это ты издеваешься над Лехой или что? Я просто нормальный никнейм. Not him? Звучит даже not him. Как у вас подготовка к инту проходит? Вы выиграли очень легко 2 игры подряд. 2-0, 2-0 там было. Против ВП немножечко потно было в первой. Помнишь? Просто за первую игру, я думаю, что Ну да, она еще с утреца была. с 30 нет, да, и нормально играли просто. В целом смотришь, что многие команды потеют. Ты скажешь, что прям изи проходки. То есть ты же привержен играть в чикен бобой, это вторая карта. Ну 20 минут игра равная. Угу. То есть они стараются. Ну конечно, хотят на International, братишка. А ты что думал? У вас игра завтра против Enigma Galaxy. Да, Они выиграли последнюю игру за 38 минут 0,9 секунд, а потом за 38 минут 10 секунд. Прикинь? Прям... неплохо. Это хорошо. А, наоборот, сначала 10 секунд, потом 9? Извини. Как ты к Enigma Galaxy относишься вообще? Они хорошо сыграли свои игры. Ну, с ними всегда непонятные игры. Они могут и хорошо сыграть, могут и плохо. Наверное, сейчас они играют хорошо, они игроков поменяют. А когда Нигма меняет игроков, зачастую на пару месяцев играет хорошо. Но вы- Такой баф получается. Вернули все короля на кэри. Да, да, кстати, вернули короля. Все, Лорика себе поставили на мид, и все. Кикнули братишек своих, братишку одного. Второго не братишка, я думаю. Откуда ты взял этот вкус, кстати? Какой? Новый вкус драгонфрута. А, это? Так это же часто стояла банка. Ты шип. да. Так это новый. Это реально новый вкус? Подожди, так это новый вкус Red Bull со вкусом драгонфрута? Драконьего фрукта? А, типа ты Капец. дракон и... И как? тело и дух. Чё по вкусу? Этот вкус, это как будто райское наслаждение. Реально? Прям неплохо? Я пробудился сразу, мне как будто крылья сейчас выросли. Как будто сейчас крылья выросли. Нет, не надо, не надо. Сейчас начал в дракона превратиться. Я съел драконий фрукт. А как на вкус вообще? Вкусный реально вкус. Прям неплохо есть. Прям реально неплохо есть. Я видел, ты апнул ранг немножко. Нет, это я съел уже. Ты ну 89-й, а Нет, был это я съел 100-й. Я был 50-й. Клянись сейчас. Покажи лоустрик. Нет, где ты был 50-м? Как я тебе могу сказать, где я был? Где-то был тут. Это новая клавиатура еще, да? Да, да. Что за Клавиатура клава? отдал маус. Да, конечно. От моих братишек. Это их братишек? Да, от моих братишек. Блин, прикольно. Делают завозики иногда. Прикольно. Делают завозы. Мы берем и пользуемся. Ну все, тренируешься вообще? Ты как по форме вообще индивидуальной своей сейчас? Нормально себя ощущаешь? На бабке там? Я видел на бабке твою игру, кстати, неплохо было. Как ты... бабки нормально. Бабка надоедает. Ну, в целом можно иногда. А на тебе всякие просто покидать молнии весело тебе? На все весело. Да. Все весело. И Люка сказал, если бы ему дали аккаунт типа 10 тысяч МР и типа неделю, и он пикал бы Зевса, он бы апнул 16. Ну, я думаю, он никогда бы не апнул, ему продавали бы все там. Ну, это мое мнение, я думаю, так бы и было. Он может показать свой стрип на инвокере. Подписчикам, если захочет. А где ты взял этот вкус, кстати? Он тут есть на БК? Ну, он лимитированный очень. Типа тебе вряд ли дадут просто. Там скорее всего, мне... только крутым игрокам дают. Да, Вот. да, да. Так поэтому тоже я уже верно. дома холодильник полностью нового драгонфрукта. Но он вкусный. Реально вкусный. Неплохо. Друзья, я уверен, во всем интересно, чем купаются парни на боткемпе. 100%. Я знаю. Ну, то есть, Да, это всегда интересно. Это всегда интересно, что кушают чемпионы. Тут еще интересно, тут подписано еда, чтобы парни не путались. Вот, типа. Или я, бага. А Я если, не знаю, зачем подписывать, а если я вот так сделаю? Ну, там вроде разницы нет сейчас. Но если люди на кто там рыбу, может поменять. Может кому-то без рыбы, кому-то что-то. Да, что делать чемпиона, Диман? О, неплохо. 2 сосиски, 2 яйца. Ну я просто не чемпион. Ты чемпион. А обед у тебя какой? Гречка? Гречка и курица. Супчик? Нормально, куриный бульончик. Так все постное меню. Ну. У нас, кстати, Илюха начал делать татуировки, а у нас вот есть Леха, который профессионал татуировки. Оцени, пожалуйста, вот татуировки. По 10-бальной. Пожалуйста. Свинья. Нет, ну, пожалуйста, покажи. Оцени вот татушки. Ну, все. А, да, просто норм? Просто норм. Типа не великолепно. Ты за кофе? У тебя прав. Братан, там дверь есть. Типа дверь придумали Да, недавно.
Я за кофе, меня Ярик отпустил. И меня можно отпустить. Нет, ты драчь. Да иди нахуй, я не дрался, блядь. Дайте Филу. А у тебя кнопку забрали? Нет. Вон на кнопке. Дайте Филу. Ну, Давай. я на кнопке, да. Да, я тебя смогу поднять? Я им руковожу. А, ты как Ну давай. руковод. Ну, Да. Ну, мне надо держать, потому что Ну, держи, смотри, нет, одной рукой держи повыше, одной ногой, типа, упрись. Ой-ой-ой. вообще изи. Я на кнопке буду. Ладно. Возьмите меня на кнопку. Ой, я навелась. Бля, это ж легко, ты просто говори, кого брать. Ну да, я все говорю. А в чем важность кнопки тогда? Ну, блин. героев наводиться, понял. Ну, ты... А, это на Не, ну, ты можешь просто сесть на героя. Во-первых, ты можешь угадать. почувствовать лишнее давление все равно, потому что все-таки ты нажимаешь. Ты И можешь чё? слегка Так растеряться. мне же сказали, что Ты можешь нажать. слегка растеряться чуть-чуть в моменте. Это первое. Второе. Ну, ты можешь слегка почувствовать власть какую-то. И взять другого ответственность. героя. И ты можешь такой типа, а я вот этого хочу. Опа. А И такое вот- было с Дэном? Нет, это было, когда была Радж. Только ты уже делал. Нет, не я драфтил. Не я был на кнопке вообще, у нас был период. Типа тогда Мира драфтил. Почему ты Дэну доверил кнопку? Ну, я не знаю, пришел, тут уже так заведено было. Да. Кажется, у Люхи кнопка должна быть. Не, Илюха самый спокойный. Илюхе, наоборот, нельзя. Илюхе не надо. Почему? Ладно, я тут лучше, говорит, да нет. Илюхе не надо. Зара нормально пока идет. Нормально пока? А кто у тебя вот топ-2 по кнопке есть? Ну, вообще Фил где-то. Наверное, Фил. На кнопку. Фила, Если Дэна нет, Фила запрягает. Обычно- Подожди, а какое качество должно быть у человека, который вот должен сидеть на кнопке? Послушание. То есть Дэн такой, типа, шестерка. Ну да, слушает меня. Ребят, прак опять. А у вас прак, потом опять перерыв, потом опять прак? Не, ну там 4 подряд, но я думаю, мы 4 не сыграем. Сейчас 4 подряд прака у вас? Да. Вы что, сумасшедшие вообще? Это не мы. А, это Диман? Да. Ну, правильно все. Я ему говорю, можно 2, пожалуйста. 5 забил. Так надо тренироваться, правильно? А тебе как вообще? У тебя поменялось что-то, когда пришел Ярик? Да. Что поменялось? Что-то новое, может быть? Ну, я нормально. I mean, like, something changed? Я это понял. А, ну так Никого не изменился. ничего не изменилось вообще? Не делаем. Как раньше. Кстати, ребята очень много делают. Ребята тут тренируются, стараются. А у вас 5 праков каждый день? Да нет, 4 в среднем. 4 в среднем? Сейчас играет еще Yellow Submarine. А какой шанс, что они выйдут на Инди вообще? Я думаю, у них большие шансы есть. С кем они играют в последний день? С Пари вроде должен будет играть, но... Ну, Пари это хр- Пари- если верхняя сетка, ну, Пари есть нижняя. Пари их как будто в основе, да, но есть нижняя сетка. Вот Да. по нижней сетке не могут пройти. Ты болеешь вообще за Yellow Submarine? Ну, есть такое, да. Там есть твои кореша, все-таки там, да, Батюк. Ну, там нету прям моих корешей, знаешь, ну просто это типа чего, которые... Ну, у нас как бы есть общее что-то между ними. И у них что-то есть общее. Типа, не люди, ты человек, да? Не, они же все это, Димаса Кинды. Все от Димаса. Да. И Если, ты тоже от Димаса. а если Кинды Димаса, значит мои Кинды. А кто вообще повлиял на твою карьеру больше всего? Димас? Сыграть на Бля, я кепе. бы сначала сказал, это Айрат. Айра? Но он же у нас прям коучил хорошо очень. Айрат, Ярик, я думаю, да. Изначально, как бы, когда я пришел, они же мы там учили, как разговаривать вообще в доте. Так ты до сих пор не разговариваешь. Не, ну знаешь, тогда это было прям очень плохо, потому что я вот буквально я прыгал молча, все делал молча, типа, а сейчас я хотя бы могу тебе сказать, там, парень, смотрите, что такое. Подожди, ты раньше заходил в игру и молчал вообще все время? Не, ну я не молчал, я что говорю, просто я перед прыжками, знаешь, вообще ничего А, не- как бы там уже пацаны пытались, знаешь, как прочувствовать. а это. ты стеснялся просто или что? А нет, я к этому не привык, я живой с нельзя вообще. Не-не-не, уйди. Фу, блядь! Какой чмо на Инвокера. Я лаз каждую виздо, каждую вотер в аду контролирует каждую рунь. Конечно, там нет. Конечно, они вдвоем придут под Ну мид. да, давайте троем. И Шокер, и Оффлейн, давайте. Пай. Давай, теперь Илюху надо. Давай по очереди, давай. Нормально, нормально. Ну, это только фришная игра на Морфа, но это чел не сделает на Керри Манки. Ну да. Неплохо, Милан, неплохо. Я поверил, что это Илюха. Ладно, а что с винстриком на инвокере? А ты лучше Илюхи на инвокере играешь? Надо проверить это. Ты думаешь, да? Я думаю, да. Ты тоже думаешь, Милан? Не. Ты думаешь, Илюха лучше, чем Леха играет на инвокере? Он, Леха лучше играет. Илюха лучше играет? Илюха играет для Леха на его игре. Я думаю, нет. Я думаю, Леха лучше играет Илюхи на инвокере. Можем просто там сыграть, или надо? Блин, да, кстати, это интересная темка. Надо найти эту игру со мной, когда чат играл. Ты меня руинил. Ну да.
6-4. Братан, ну ты тоже, ну как-то, Ну, блядь. не лучше. Ну, блядь, я Ну не, соло. нормально. Я нормальный. Без мидера это нормальная игра. Пока Илюха ходил за кофе, тут одна фраза вылетела. Что нотми, один на один инвокер тебя вынесет в топ. Какой? Хорошо. Пускай так думает. Лев ничего не доказывает, да? Лев не против. Лев не доказывает овечкам ничего. Не, пускай так думает. Лех, он засал с тобой играть. Не, я сказал, я просто немножко наврал там, сказал то, что ты сказал, что ты его легко выиграешь. Вот. И он сказал, типа, ладно, не знаю. Мне кажется, просто. Не, он засал. Да не, засал. Да не, Лех. Да не, я знаю, когда он боится. Друзья, у нас пока перерыв между праками. Сейчас ребята заходят на сервер. Решили пообщаться с Яриком насчет вообще подготовки, насчет формы какой-то индивидуальной. Ребята уже тут 4 дня, я так понимаю. Ну да, немножечко. Вот, да. ты уже следишь за ребятами. Я так понимаю, со стороны, когда ты не игрок, а тренер, легче понимать, какая форма у ребят, индивидуальная, какая командная форма. Вот про это поговори, потому что у нас скоро ЕВЦ, а это важно. Точно чувствуется, что немножко ребята набирают. То, что я там анализирую, примерно стараюсь говорить, на что делать акцент, чего надо делать, чего не надо делать и так далее. Вроде бы понемножечку это усваивается даже. То есть я потом, местами даже слышу, грубо говоря, какие-то вещи, о которых я говорю. То есть они делаются. Вот. Это кайф, это лайк, супер лайк. Спасибо. Вот. Потом, индивидуальная форма, да неплохая, не чувствую в ком-то какую-то усталость, какую-то тильтованность. В целом очень такая рабочая атмосфера. Все стараются, на официалках выкладываются даже еще больше, чем на КВшках, вот я замечаю. Это, наверное, нормально. То есть так, наверное, и должно быть. А ты прям гоняешь парней, получается? Да не прям жестко. По большей степени я сапиков гоняю. Вот. То есть все-таки это моя роль, я там недавно вроде играл на саппорте, чего-то добился. Вот, особенно Леха такой прям новичок, еще все-таки прям, с ним много общаемся, много ему чего подсказываю, указываю, и он вроде неплохо впитывает, старается. Да все стараются, все красавцы. Это звучит вообще классно. Это круто. Я заметил, что ты во время прака вообще не используешь войс, ты ничего не говоришь. Ты после прака общаешься, у вас есть какой-то сбор после всех праков, и ты говоришь, ребята, вот здесь надо было так, здесь надо было так, здесь надо было так, или вы после прака выходите, ты сразу говоришь, ребят, вот тут надо было так. Чаще, скорее, конечно, после прака. То есть могу какие-то замечания по каким-то ключевым, на мой взгляд, моментам сделать. Да это ж пока так, что я, тоже тренер-то сколько, даже не месяц еще. То есть я еще пока сам вливаешься. Сам еще пока думаю, как, грубо говоря, проявлять себя максимально эффективно. Думаю, в будущем еще буду собирать какой-то тоже фидбэк, как спрашивать, так сказать, чего хватает, чего, может быть, не хватает, что добавить, что изменить. А так, по большей степени, про твой вопрос, да, где-то после праков, но чаще могу, например, потом сесть, проанализировать какую-то игру, которую, на мой взгляд, важно разобрать. Собираю там моменты, потом отдельно собираемся на реплее, все показываю, говорю, вот тут вот ты, тут ты, вот так еще раз делаешь, минус ЗП. Тебе так говорили хоть раз? Да. У нас пауза стояла один момент, он, такой сидит. Так, что, ребят, сейчас вы должны сделать? Как с малышами просто что общается. Мы такие, запушить мид, нажать смог с мида под бот, подменять. Ага, еще что? Илюха зайдет в гейт. Ага, еще что? Ты как типа со школьниками? Да, вот так говорю. Чуть-чуть, был момент, был у меня там, как мы вышку как-то собирались вообще пушить. Друзья, и под конец влога, так как Леха у нас новенький, новичок в команде, хочется узнать его мнение, я сделал тир-лист небольшой. Нужно сделать соотношение, понял? Тут будет качество, и ты выбираешь игрока, либо тренера, либо Диман добавил даже. У него глаз еще не замылился, так сказать, первое впечатление. Давай, смотри, ты выбираешь, кто первым напишет ГГ. Тебе надо тыкать. Тыкать надо? Да, тыкай. И говори. А говорить еще? Сложно очень. И то Д. пишет ГГ. А себя почему не затыкать? Не есть, это нечестно. Ладно, тут будет коллапс. Так, кто самый токсичный? Токсичный где? В пабликах. Паблик? Да. Тут. Очевидно? Очевидно. Милан? Кто больше всех верит в камбэк? Пацаны, не сдаемся. Я знаю, что в прошлом составе это был Мира всегда. Сейчас Илюх. Эмоционально сам. Тоже где? В пабликах. Тут все в пабликах, да. По столу ударит, не знаю, разозлить. Дэн? Самый трудолюбивый. Илюха. Так, кто больше всего спит? Это очевидно Мишка. Ярик. Самый разговорчивый из всех. Самый разговорчивый. Ярик. Самый спокойный. Илюха, наверное. Самый стабильный. Ярик. Стабильно спит, просто, база любителя опоздать. Ярик.
Душа команды. Ярик. Кто самый смешной? Самое Тут смешное. интересно. Ну, это пусть будет Дэн. Он, Да? Ну, он клоуничает. Мемный. Кто еще? Смотри-ка, Ярик. Кто переживает поражение сильнее других? Ну, вы еще не проигрывали Я официалки, знаю. я знаю. Проигрывали. Ну, на буткемпе. Ты, наверное, не видел прям настоящих эмоций. Но вот если так подумать... Диман будет. Тиман? Самый тихий. Самый тихий. Кто? Фил, наверное? Не Мага? Да не Фил. Кто самый серьезный? Ну, пусть будет Диман. Диман. Самый дисциплинированный. Ну, это тоже Диман, скорее всего. И любитель рискнуть. Бля, ну это я. Ну, тут, Ты? А не Мага, который может прыгнуть там в толпу чулов? Типа Ну такой. и Мага тоже, Йоу. кстати. Ну вот. Мы оба такие фидеры, страшные. Ну все, вот так вот думает Нотми. Как ты сегодняшний день вообще, тренировки? Ты кайфуешь вообще? Ты вот утром просыпаешь, такой, блин, классно, сейчас буду играть в доту. Кайфуешь, да? Ну что ты, кайфует, конечно. Как? Нормально? Спасибо. Блин, спасибо большое. Завтра команда у вас Nigma Galaxy. Смотри, как катка пойдет. Там, если кальянчик раскурит, то смотрим туда. А против них важнее занять, ну, то есть преимущество отжать на старте игры или можно и в лейте? Они любят в лейте вообще Не поиграть? знаю, как пойдет. Все. Ну это рандом. Ну, смотря какие герои у них будут, какие у нас. Сегодня Мага играл на праке на одном герое, не будем его называть. Ну ты видел, вот на предыдущем. Ну ты понял, наверное. Это была вынужденная мера или вы его тренируете, это будет сюрприз для зрителей? Ну это мага просто. Это Ну просто- не знаю, да, он просто решил такой, о, буду на этом. Ага. Милан, кстати, начал учить русский язык. Милан очень... С репетитором. С репетитором. Какое самое сложное слово, которое ты сейчас знаешь на русском? Для тебя. Пошел ты. Да, это идеальный конец влога вообще. Ну нет, а можно менее токсичный какой-то. Сложное слово? Да, самое сложное слово для тебя. Йо, обращайся. Обращайся. Да. Скажи перпендикулярный. Милан, ты перпендикулярный? Я Все, друзья. Парней сильно на самом деле отвлекать не хочется, потому что это реально важная игра. Поэтому пусть они тренируются, готовятся. А я поехал домой. И с вами мы увидимся уже совсем скоро на ЕВЦ в Париже. Пока-пока. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии.